Дорогие друзья, сегодня я хочу предложить вам связать чудесный узор из книги «250 японских узоров Хитоми Шида» под номером 146. Посмотрите, полюбуйтесь, оцените его великолепие. Узор выглядит эффектно, привлекает внимание, но сложности в исполнении этого узора нет никакой. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания, который впервые взял спицы в руки. Узор хорошо держит форму и подойдет абсолютно для любых изделий, и летних, и зимних. Таким узором можно связать и футболочку, и маечку, и пуловер, и джемпер, и палантин, и шапку, и шарф, и снуд. Пряжа для такого узора также подойдет совершенно любая. И шерсть, и полушерсть, и хлопок, полухлопок, акрил, меринос. Главное, чтобы она не была слишком пушистая. И спицы нужно подбирать так, чтобы они были не толще 380-390 метров в 100 грамм. Я покажу вам схему из книги Хитоми Шида и схему, которую я составила для вас, для более легкого восприятия такого узора. Итак, перед вами схема, которую я для вас подготовила. Вы должны знать, что на всех японских схемах указываются и нечетные ряды, и четные ряды, так как все японские схемы составлены для кругового вязания. При поворотном вязании мы вяжем нечетные лицевые ряды справа налево, как показывает стрелка. При этом вяжем их по узору, то есть по условным обозначениям каждого ряда. Изнаночные же ряды, это четные ряды, мы вяжем слева направо, но обозначения во всех этих рядах мы вяжем наоборот. То есть, если мы видим в изнаночном ряду лицевую петлю, на ее месте мы должны провязать изнаночную петлю. Если мы видим изнаночную петлю в изнаночном ряду, на ее месте мы должны провязать лицевую петлю. Конкретно в этом узоре, если мы видим вот такую вот петелечку красного цвета, это скрещенная лицевая петля в лицевом ряду, то в изнаночном ряду на ее месте мы должны провязать изнаночную скрещенную петлю. То есть мы должны провязать, вот здесь мы видим лицевую петлю, мы ее должны провязать таким образом, чтобы она в лицевом ряду выглядела как лицевая. А изнаночную петлю мы должны провязать таким образом, чтобы она в лицевом ряду выглядела как изнаночная. Поэтому в изнаночном ряду мы провязываем их в точности наоборот. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 24 рядов. Провязав при поворотном вязании 23-й последний лицевой ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Слева направо. Это 24-й изнаночный ряд. И далее повторяем узор вверх по вязанию с первого ряда. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт узора – это повторяющаяся часть узора. Повторяющаяся часть
этого узора это 16 петель. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора поворотными рядами, число петель в наборном ряду должно делиться на 16, то есть быть кратно 16. То есть вы набираете 16 петель, 16 петель, 16, 16, 16 петель столько раз, сколько вам необходимо, и добавляете 2 кромочные петли. И, конечно, этот узор можно вязать, как и все японские узоры, по кругу. Если этот узор вязать по кругу, то количество петель для набора должно делиться на 16. Кромочные петли набирать не нужно, но нужно добавить одну петлю для замыкания вязания в круг. Все ряды при круговом вязании и нечетные, и четные вяжутся справа налево, точно как указано в схеме, то есть как показывают обозначения, то есть по узору. Какие условные обозначения мы видим в этой схеме? Плюсики – это кромочные петли. Кружочки – это накиды, вертикальные черточки – это лицевые петли, горизонтальные петли желтого цвета – это изнаночные петли. Вот такая петля красного цвета – это скрещенная лицевая петля в лицевом ряду. В изнаночном ряду она провязывается скрещенной изнаночной. Далее я все это покажу. Черточка с наклоном вправо – это 2 петли, провязанные вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Черточка с наклоном влево – это 2 петли, провязанные вместе, одной лицевой с наклоном влево. И все. Больше других обозначений в этой схеме нет. Схема очень проста для вязания. Ну что ж, надеюсь, теперь всем все понятно. Теперь вы знаете, как вязать по японским схемам, кто не знал. А теперь давайте свяжем образец этого узора. Для поворотного вязания самым обычным классическим способом я набрала 34 петли. Это 2 раппорта узора по 16 петель, 32 петли и 2 кромочные, 34 петли. И провязала один изнаночный ряд всеми изнаночными бабушкиными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной. Этим я подготовила петли к их правильному положению в лицевом ряду, так как я вяжу бабушкиными петлями. Если вы вяжете классическими петлями, вы можете не вязать подготовительный такой ряд базовый, а сразу начинать вязать узор с первого ряда, так как после набора петель все петли располагаются так, как при классическом наборе. Разве что, если вы хотите, чтобы на лице у вас получилась вот такая косичка красивая, то вы можете изнаночный подготовительный ряд провязать всеми изнаночными классическими петлями. Итак, мы провязали базовый нулевой ряд всеми изнаночными петлями и развернули работу на лицевую сторону. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее по схеме идет накид. Делаем накид. Далее 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Две петли с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, ничего не разворачивая, сразу провязываете 2 петли вместе слева направо за передние стенки одной лицевой петлей. Вот так.
Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому мне нужно эти 2 петли сначала развернуть, а потом уже провязать 2 вместе. Для этого я по очереди переснимаю их на правую спицу, подхватывая сзади работы слева направо каждую петлю за заднюю стенку и переснимаю на правую спицу. Сзади работы ввожу правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю на правую спицу, а затем возвращаю эти переснятые 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. У нас получилась вот такая красивая петелька с наклоном вправо. Далее 1 изнаночная петля, провязываем изнаночная петля, скрещенная лицевая петля. У меня она вот такого красного цвета. Я вяжу бабушкиным способом вязания, то есть вот так за заднюю стенку. Поэтому для меня скрещенная лицевая петля — это петля, провязанная за переднюю стенку, то есть классическая лицевая петля. Если вы вяжете классическим способом вязания, то для вас скрещенная лицевая петля — это бабушкина петля, провязанная вот так за заднюю стенку. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночная петля, еще раз скрещенная. Я провязываю ее лицевой петлей за переднюю стенку, то есть лицевой классической петлей. Далее изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Я, ничего не разворачивая, провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Если же вы вяжете классическими петлями, то вы сначала их разверните, как я уже показывала вот здесь, а затем тоже провяжите 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Вот так красиво получается петелька с наклоном в левую сторону. 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли по схеме. Далее по схеме накид идет. Делаем накид и лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Первый раппорт узора из 16 петель мы провязали. Повторяем раппорт. Накид. 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому я эти 2 петли сначала разворачиваю. Для этого я переснимаю их на правую спицу, подхватывая сзади работы слева направо за заднюю стенку. Вот так. Каждую петлю. И вторую петлю также подхватываю сзади работы слева направо за заднюю стенку и переснимаю на правую спицу. Затем возвращаю на левую спицу эти петли по очереди, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки одной лицевой петлей. Далее изнаночная петля, скрещенная лицевая петля. Я ее провязываю за переднюю стенку лицевой классической петлей. Дальше изнаночная петля. Еще раз скрещенная петля лицевой петлей за переднюю стенку. Далее
изнаночная петля, 2 петли вместе с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Далее идет накид, лицевая петля и кромочная петля, которую я провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем второй изнаночный ряд слева направо, считая петли наоборот. Видим лицевую, вяжем изнаночную, видим изнаночную, вяжем лицевую. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 6 лицевых петель. Провязываем 6 изнаночных петель. Первая. Накид тоже провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Вторая. Третья, четвертая, пятая, шестая изнаночная петля. Далее идет изнаночная петля. Вяжем вместо нее лицевую, наоборот. Вяжем. Далее идет скрещенная лицевая петля. Вместо нее вяжем скрещенную изнаночную петлю. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы просто вот так провязываете классическую изнаночную петлю, как вы обычно ее вяжете. И у вас получится скрещенная изнаночная петля. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я провязываю скрещенную изнаночную петлю таким образом. Рабочую нить перевожу вперед работы. Правую спицу завожу сзади работы, слева направо за заднюю стенку петли. Подхватываю заднюю стенку петли правой спицей слева направо. Вот так. Захватываю рабочую нить и провязываю изнаночную скрещенную петлю. Далее идет изнаночная петля, провязываем вместо нее лицевую петлю. Далее опять же идет скрещенная петля, нить заводим вперед работы, правую спицу вводим сзади работы за заднюю стенку петли, слева направо захватываем рабочую нить и провязываем скрещенную изнаночную петлю вместо скрещенной лицевой петли. Далее идет изнаночная, провязываем вместо нее лицевую, и далее идут 5 лицевых петель. Вместо них мы провязываем наоборот 5 изнаночных петель. Третья, четвертая, пятая. Накид также за переднюю стенку провязываем изнаночной петлей. Один раппорт узора второго ряда мы провязали. Повторяем раппорт. Провязываем вместо 6 лицевых петель 6 изнаночных петель. Накид также изнаночная за переднюю стенку. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая изнаночная петля. Далее идет изнаночная петля, обозначение изнаночной петли. Вместо нее мы вяжем лицевую петлю. Далее скрещенная лицевая петля. Вместо нее вяжем скрещенную изнаночную петлю. Нить заводим вперед работы. Правую спицу сзади работы заводим слева направо за заднюю стенку петли. Сверху захватываем рабочую нить и провязываем скрещенную изнаночную петлю. Далее идет
изнаночная, вместо нее вяжем лицевую петлю. Далее опять же скрещенная лицевая петля, вяжем вместо нее скрещенную изнаночную петлю. Нить заводим вперед работы, правую спицу сзади работы заводим слева направо за заднюю стенку петли, сверху захватываем рабочую нить и провязываем скрещенную изнаночную петлю. Дальше идет изнаночная, вместо нее вяжем лицевую петлю. И далее идут 5 лицевых петель. Вместо них мы провязываем наоборот 5 изнаночных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Кромочная петля, также изнаночная бабушкина петля.